Всем привет! Я еду в Ашан и в парк Ходынское поле. Еду на МЦК. Ну вот, сейчас уже выхожу на улицу. Это станция Хорошова. И сейчас пойду пешочком, прям до парка. Уже прошла метро Полежаевская. И сейчас буду заходить в парк Березовая роща. Гуляю. Хорошая погода, самое то. Интересно, тут тротуары не у всех домов есть. Но вот тут, где я проходила, есть. Вот здесь бывает очень темно. Вечерами. Не, ну тут освещение, но все равно. Голубятня. Сейчас тут будет парк Березовая роща. Ну и дальше сразу там через дорогу перейду и попаду в парк Ходынское поле. Осень. Это, конечно, классное время года. Продолжаю прогулку. Я очень соскучилась по этому парку, поэтому с удовольствием гуляю. Ну, сейчас я уже пойду в Ашан, вот по этой аллейке пройду и пойду вот так вот круг в Ашан. Я в Ашане. Посмотрите, какие в этом сезоне модные носочки. Они такие яркие, красивые. Тут вот еще классно. Еду на трамвае, так как очень тяжелые сумки. Я даже не знаю, сколько килограмм, поэтому решила проехаться. Ну, сейчас уже час дня. Я проснулась где-то в 12 с чем-то. И сейчас пойду умываться. Я озвучила несколько видео, поставила их на монтаж. Ну и теперь можно уже умыться, сделать какую-нибудь маску для лица и приготовить завтрак. В принципе, дел у меня сегодня много. Здесь я еще занавески не делала, как положено, ну, вот подхватами. Окна жутко грязные в связи с тем, что делают фасады. Ужас, просто ужас. Ну да ладно, потом все помою. Вот хорошо, что я поленилась перед отъездом и перед тем, как я вообще узнала про эти фасады, я хотела мыть окна. Слава богу, что я их не помыла, мое счастье. Сейчас выбираю, какую сделать маску. Думаю, что это будет вот эта от Organic Kitchen. Ань, спасибо. Она очень классная, пахнет вишенкой, типа осветляющая. Ну, я не знаю, в принципе, у меня кожа и так светлая, ну, в общем. Ну, а потом нанесу какой-то ежедневный свой уход. Это будет тонер от Новосвит. Ну и, соответственно, от фабрики Свобода крем Карина на лицо и под глаза вот этот вот мухомор. Зубная паста у меня вот такая, покупаю иногда, но она мне нравится, она очень хорошая. Вчера ездила в Ашан, затарилась продуктами необходимыми, ну, наконец-то. А то я в субботу приехала, у меня два морозильника забиты, а в холодильнике вообще ничего нет. Сейчас мне еще предстоит тут уборка. Это я когда уезжала, я все убрала. Но пока приехала, я вчера сливы купила, вон набрызгала, потому что они прям такие все вот переспелые были. Короче, весы вон ужас. Сейчас позавтракаю и приступлю к уборке. Плюс у меня тут нужно сушить шиповник или его заморозить, и шарлотку сделать в заморозку. Короче, как-то так. Одной рукой мне тяжеловато открывать. Вот. Ну и, конечно же, буду варить себе овсянку на завтрак с соевым соусом и сосиской. Села завтракать.
Каша достаточно быстро сварилась. Ну и, в общем-то, я в Питере связала себе новую салфеточку, даже 2, поэтому скоро тоже появится видео. Не знаю, как будет на камеру, но вот я сейчас смотрю, такой шикарный вид из окна. Не, ну, кто смотрит видео, знает, какой у меня вид с 2 сторон из окон. Но вот сейчас прям потрясающе. Села попить цикорий. Я вчера его купила в Ашан. В Ашане вот такой большая чашка с экстрактом женьшеня. В последнее время, я думаю, вы помните, что я очень много забраковала цикория. Ну, этот, скажем так, пока что вроде бы нормальный. Здесь вот на такую чашку примерно, ну, здесь 150, наверное, миллилитров, ну, не больше. Тут написано 1-2 чайные ложки. Но вот я добавила 1. Знаете, по аромату из того, что я забраковала, это, пожалуй, лучшее. Ну, то есть это я пока не забраковывала, да, но вот как бы аромат здесь такой нормальный. Легкая, ненавязчивая горчинка, вообще вкус мягкий. Ну, короче, пока что вроде бы мне нравится. Достала моющий пылесос, сейчас буду мыть окна, потому что, ну, я понимаю, еще рано из-за фасадов, но это просто невозможно. Посмотрите, как все уделано. Я взяла губку для мытья посуды старую, хозяйственное мыло, первое, что мне под руку попалось, но я думаю, что хозяйственным мылом весьма неплохо помыть. Но тут вообще трэш, они просто уделали и цементом, и штукатуркой. Вообще ничего толком не оттирается. То есть, понятно, уличная грязь, да, но с остальным проблема. Видимо, придется брать скребок или ножик, я не знаю. Ну, в общем, да. Взяла ножик. Опять же, был под рукой. Хотя, конечно, есть скребок хороший, ну ладно. Можно моющее средство в пылесос сразу налить, но я не хочу так делать. Здесь, ну, мне так проще в данном случае. Одно дело, когда полы, а тут просто так все уделано. Сейчас вот я тут накрою этот самый полотенцем. Ну, чтобы в основном на обои не летело, хотя, в общем-то, не будет. Так что такие дела. Я очень зла. Я точно буду писать жалобу, звонить, ругаться, потому как, ну, извините, это вообще безобразие. Здесь еще я не могла открыть окно, вот, и я сделала фото. Оказалось, что попала между окном каким-то образом штукатурка, вот эта вот гадость какая-то, и рамой. И в итоге, ну, я не могла открыть, все присохло. Просто чудом. В общем, еще раз решила пройтись хозяйственным мылом. Все же моющий пылесос это удобно, потому что все вот эту грязюху собирает и воду распыляет. Так бы вода могла быть с моющим средством, но я говорю, мне проще в данной ситуации именно так. А распылять чисто воду, чтобы и вокруг грязи не было. Как-то так. С внутренней стороны я так никогда не мою, в основном. Я всегда средством от Faberlic для стекол и зеркал протираю. Так удобнее. И, по-моему, или из белого кота у меня тряпка. Вот. От Faberlic не покупала, потому что это есть раньше куплено. Ну и как бы смысл 10 штук их иметь. Одной достаточно. А так вот удобно распыляю. Собираю всю грязь, нигде ничего лишнего не летит вокруг. Удобно. Да. Не думала я, что мой вечер будет занят подобным. Ну, честно говоря, если бы я просто по плану помыла окна, вот если не ремонтировали бы фасады, то все бы это заняло очень мало время, не пришлось бы по 10 раз воду тут распылять.
А так прям очень медитативное занятие. Не, ну я как бы люблю убираться, и, повторюсь, моющий пылесос очень мне помогает, но когда это по вине раздолбаев, это прям очень. Вот опять приходится где-то что-то, я заметила, не помыла, собираем. И между тем, кстати, сегодня прохладно. Но я уже поставила штатив на входе, поэтому я не хочу сейчас тут пролезать за кофтой. Поэтому надеюсь, что не заболею. И придется сейчас все окна мыть. Вот посмотрите, как они заляпали от кондиционера вот эту штуку. Уже другой день. Я сегодня сейчас умылась и сделала вот эту маску от баньки Агафья. Она очень классная. Вот. Ну, вообще могу сказать, что от баньки Агафьи маски хорошие, мне нравятся вот для лица. И также крем для рук понравился в такой подарочной упаковке. Ну, там маленькие были эти. Ну, в общем, окна помыты. Ну, по крайней мере, так, нормально. А там посмотрим, потому что они еще ничего не доделали. Сейчас уже 17:21, я попью кофе, приведу себя в порядок и пойду в магазин. Мне нужно купить сахар и, возможно, еще дойду до Fix Price, куплю кофе. Ну, посмотрим. Потому что нужно варить варенье. Ну, кстати, сделала себе хлеб с яичницей, ну, с белком. А желток я говорила, что, ну, как бы раньше я собаке отдавала. Ну, сегодня или завтра я буду печь шарлотку, лишний желток не повредит. Едем с подружкой по магазинам. Сходила в магазин, цены, надо, в общем-то сказать, порадовали. Мука взяла, ну, вообще, конечно, в Питере 2 килограмма муки в Семишагове, хорошей, причем муки стоит 47 рублей, то есть я из нее все пекла и могу сказать, что она шикарна. Ну, эта мука тоже просто прекрасная, но стоит она то ли 50 чем-то, то ли 60 чем-то, но в целом нормальный ценник, как бы. Вот. Взяла еще масло. Я его всегда беру, хорошее масло, претензий нет. И сейчас оно стоило 86 рублей. Ну, мы помним время, да, пару месяцев назад, когда оно и 120 стоило, в принципе. Ну, там, или, ну, 100 с чем-то, короче говоря. Вот, у меня масло идет в основном в выпечку, причем я, как правило, как вы знаете, не жарю, даже блины, как правило, не жарю. То есть могу пару раз смазать сковородку, но это будет совсем чуть-чуть, тонюсеньким слоем, там, ну, грамм 5 на все про все может уйти масло. Вот. А вот именно в тесто, когда требуется что-то, там, пара ложек, я добавляю. У меня сейчас в одной бутылке, вот прям на донышке совсем осталось, и плюс вторая бутылка я в Ашане покупала, она целая. Вот. И, ну, вот я сейчас подумала, что 86 рублей неплохо. Наверняка также цена будет и повышаться, и понижаться. Но, знаете, как по закону подлости бывает, что когда нужно, иной раз ценник как раз вырастает. Поэтому пусть будет, ничего с маслом не случится, пусть стоит. Вот. Сахар, по-моему, наверное, 60 с чем-то. Тоже в Семишагове можно взять дешевле, но я сейчас как бы в Москве, из Питера ж не повезу, правда. В целом, ну, более-менее адекватно. А вот у бумаги, по-моему, цена не очень адекватная, то ли 14, то ли 17 рублей. Но сама по себе бумага хорошая. Вот, кстати, в Семишагове мы брали бумагу с втулкой. Я не знаю, сколько она там стоила, но она жесткая и неприятная. Эта бумага очень хорошая. И взяла вот такой вот сыр. По сути, это продукт по-российски классический, то есть они не пишут, что это типа сыр. Состав у него такой себе, знаете, не хуже, чем обычный стандартный, я бы сказала, сыр, да.
недорогого сегмента. Но сыр очень вкусный, потому что вот в Питере к Андрею приезжали друзья, и они то ли в местном магазинчике взяли, ну, как бы там ценник вообще высокий, и они взяли какой-то недорогой сыр, и в итоге его есть-то не смогли, и так и лежал. Я приехала, я, по-моему, на что-то, на какую-то выпечку его, кажется, пустила, или на горячие бутерброды, но, правда, это гадость, которая даже не плавилась. А вот этот сыр, кто пробовал, все говорят, очень вкусный, хороший. И плавится нормально, никаких претензий. Собственно, вот у меня чек. Сейчас скажу. У меня там была еще в качестве вкусняшки мороженка, моя любимая сладкоежка. Масло стоило, да, 86,99. Бумага 14,19. Сыр, у меня вот этот кусочек на 97 рублей 35 копеек. Мороженое 16,99, сахар 60,99 и мука 54,49. То есть ценник как бы вполне нормальный. Но в той пятерочке, в которую мы с подружкой заезжали, в общем, очень удачно она мне написала, как раз я уже собиралась, то есть уже накрасилась, и она мне пишет, думаю, очень удачно, и получилось, что ей в те же самые магазины нужно было. В общем, в ту пятерочку, в которую мы заехали, там не было гречки по нормальной цене, и потом мы уже в нашу пятерочку зашли, вот по 69 рублей гречка. 900 грамм, это прекрасно, потому что в Ашане 800 грамм, плюс-минус такая цена, так что вот. А гречка сама по себе, ну вот она, хорошая, чистая, никаких претензий. Другой вопрос, что иногда бывает, но это в любых магазинах, знаете, гречка в недорогом ценовом сегменте, вот чаще всего партия хорошая, одна, вторая, третья, а потом вдруг раз и какой-то запах странный. Но вот я сейчас, кстати, открою, буду пересыпать, я вам скажу, как эта гречка. Вот у меня случилась неприятность в Питере, когда я сделала очень вкусное блюдо, но как бы мы его в любом случае ели, но у гречки был неприятный запах. И та же самая гречка, купленная чуть раньше, я уже в городе понюхала, она была хорошая. Вот, и заехали в Фикс Прайс, в общем, мне там нужен был только кофе. Ну, как всегда, черная карта в зеленой упаковке, именно вот такой, потому что в зернах черная карта в зеленой упаковке, там робуста. Вот. Ну и цена 199 рублей. Это хорошая цена, потому что вот в такой упаковке, там только красная упаковка, где тоже есть робуста, я видела в Ашане 399 рублей, так что повезло. Сейчас я эту упаковку открою, пересыплю в икеевскую банку и поставлю в холодильник. Вот. Отсканирую продукты. Открыла гречку. Могу сказать, что гречка просто супер оказалась. Аромат прям вот действительно пахнет гречкой хорошо, как положено. Так что я довольна покупкой. Ну и сама гречка чистая, как бы все с ней в порядке. Теперь перейдем к кофе, который я всегда хвалю. Вот я открыла пачку. И знаете, могу сказать, что вот всегда хвалила, всегда было качество на высоте. И, в общем-то, я всегда покупала Фикс Прайс. В сентябре перед поездкой в Питер я взяла пачку. В Питере открыла и поняла, что что-то не так. Ну вот изменилось качество. И сейчас уже в другом Фикс Прайс приобрела. И то же самое. Качество кофе изменилось. Вот пахнет, ну, если еще тот кофе в сентябре пах кофе, но как-то не так, то здесь есть какой-то сыроватый аромат. Сыроватая такая нотка. Потому что вообще этот кофе, он пахнет, знаете, как вот бразильский кофе Пилау Форте. Там пахнет жареными семечками, но не пережаренными никакими, а именно такой тонкий аромат, потрясающий просто аромат. И здесь был такой. А вот это вот что-то не в порядке. И вот я в банку пересыпала сейчас. Нет, вот прям посторонний запах какой-то, даже какая-то кислинка
появилась неприятная, такая, как не должна быть. Возможно, ну, значит, стали это самое, что-то не то, короче. Имейте в виду, потому что я должна как бы предупредить, так как я этот кофе всегда хвалю, и по моей наводке покупали люди, нравилось. Так что вот сейчас имейте в виду, что как-то не так. Хотя я думаю, что, не, ну, короче, вот мое мнение уже не то. И вот самое главное, обидно, вот, а если, допустим, фикс-прайс не было бы, я пошла, купила бы за 400 рублей в Ашане. Ну, ладно, в Ашане сейчас такой кофе не продают, но вот я бы пошла, купила. Вообще, честно, я в ужасе, потому что я не могу без кофе, и, ну, как бы проблемка будет, проблемка. Так как, не знаю, раньше на Савеловской был этот лаваш №1 магазин. Там то ли Индонезия, что-то такое, кофе был. В зернах, и качество супер. А потом они стали его молоть, естественно, молотый кофе продавать вот так вот нельзя. И ладно бы, кстати, вот если бы эта пачка была бы какая-то, знаете, уже не вакуум, еще что-то, но нет, здесь все было в порядке. В общем, печалька. Ладно, сейчас я пересыплю также в банку сахар, муку уберу на место, вот это вот положу в какой-нибудь контейнер, но не в тупперваровский. Вот, знаете, мне кружка для просеивания муки от туппервар нравится, а вот сыр портится в этой специальной штуке, поэтому возьму обычный контейнер. Поставила кофе, сюда положила сыр, тут яблоки, в общем, вот он-то желток, либо сегодня, либо завтра все испеку, потому что нужно много что тут переработать. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в мой инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения и во всем вдохновения. До скорой встречи, пока-пока.